Погнали. Пошла? Да. Всем привет. Меня зовут Антон Королев. Я автор проекта «Хоккей в курсе», бывший профессиональный хоккеист. Сегодня пообщаемся с Марком на тему правильного питания, да, на примере игроков НХЛ начнем. Давай, Марк, для начала расскажи чуть про себя. Может быть, кто-то не до конца знает, чем ты занимаешься, и потом перейдем к вопросу. Да, спасибо, Антон. Всем добрый день. Меня зовут Ульрих Марк, я врач-спортивный нутрициолог. Закончил Северо-Западный государственный медицинский университет имени Ильича Мечникова. Стажировался в Германии по направлению спортивной медицины, имея повышение квалификации по спортивной эндокринологии и европейский диплом по нутрициологии. Последние 3 года так получилось, что работаю преимущественно с хоккеистами. И выделю здесь основные 3 направления в работе спортивного нутрициолога. Это первое — составление плана питания, исходя из особенностей организма спортсмена, текущих физических нагрузок, ну и, конечно же, целей спортсмена. Второе, не менее важное, это оптимизация состава тела. Кому-то требуется набрать мышечную массу, кто-то хочет снизить процент жира. И третье направление — это составление нутритивно-метаболической поддержки. По-простому говоря, это рекомендации по добавкам, спортивному питанию, витаминам, БАДам. Все эти 3 направления должны решать ключевую задачу, так как мы говорим о спорте высших достижений. Это улучшение спортивных показателей. То есть наш спортсмен должен лучше восстанавливаться, быть более выносливым, иметь лучшую функциональную подготовленность и физические кондиции. Собственно, я работаю с игроками разных возрастов и уровней профессионализма, начиная от школы и заканчивая взрослыми ребятами из КХЛ и НХЛ. Вот как-то так. Ну давай, я, наверное, расскажу тоже свое отношение к правильному питанию, то есть как профессиональный игрок, потому что тоже естественно, не сразу нет такой функции, да, сразу встроенной в голову игрока по поводу правильного питания, поэтому каждый доходит до этого самостоятельно, кто-то вообще не доходит. Но опять же, сейчас, да, современный мир, современный хоккей, и без каких-то усилений себя лично, да, со стороны, уже становится тяжело выдерживать эту конкуренцию. Поэтому, как было у меня, опять же, да, сложилось так, что в России пока на данный момент не сильно увлекаются и рассказывают про это. Поэтому конкретно лично мой опыт, да, это я уже играл в КХЛ, мне уже было за 20, наверное, года 24, может быть, 23, не помню точно. И случалось так, да, что я ездил летом на паузу в сезоне КХЛ, на подготовку и отдых в Америку. И там общался, да, тренировался с местными тренерами по физподготовке и по хоккею. И уже в процессе разговора, общения с ними, ну, они начали до меня доносить, да, информацию вообще о питании, о том, как питаются ребята, которые занимаются у них в залах, да, играющие в НХЛ. Естественно, это как для любого игрока сейчас, я это знаю, да, по проекту, естественно, когда одно дело рассказывает какой-то специалист, так скажем, да, а другое дело, когда дают конкретный пример игроков профессиональных, НХЛ, КХЛ, которые чем-то пользуются, и все хотят всегда попробовать на себе как-то себя усилить. Поэтому вот мой путь к правильному питанию, да, к осознанию важности правильного питания был такой. Давай расскажи, ты лучше разбираешься в этом, естественно, и знаешь, больше имеешь информации про игроков. Давай пару примеров игроков НХЛ, которые как раз славятся вот этим пониманием правильного питания, используют это удачно, да, в своей деятельности хоккейной и добавляют от этого. Угу. Ну, на самом деле, как ты тоже знаешь, этот список не ограничивается там 3 или 5 игроками. В НХЛ этот список очень большой по сравнению с, если брать континентальной хоккейной лигой. Но если прям говорить про топов игроков звездных, то я бы выделил Кейла Макара, я бы выделил Конора Макдэвида, Никиту Кучерова, Эрика Карлсона.
Недавно закончил карьеру с Дэна Хару, который прям вообще был, я бы сказал, амбассадором здорового питания и грамотного отношения к пищевой дисциплине в НХЛ. Но если мы возьмем, в принципе, всех ветеранов, которые сейчас играют по НХЛ, каждый из них обращался за консультациями к спортивным нутрициологам, которые в командах НХЛ практически в каждой представлены. И каждый из них ставил задачу продления спортивного долголетия. Поэтому, когда мы говорим о питании, это не только инструмент для улучшения в целом как бы работоспособности, но и инструмент для продления спортивного долголетия. Ну да, да, так складывается так, что только с возрастом, опять же, у каждого свой, да, порог возрастной, кто начинает вдумываться, и поэтому, естественно, да, про ветеранов ты сказал, и уже становится тяжелее, да, уже здоровья меньше, и поэтому нужно чем-то усиливаться. Также ты не перечислил Маккинона, вот мне только вчера, да, там ребята написали какой-то подписчик, да, написал историю, какую-то статью, я ее лично не читал, про Маккинона, который ездит с личным, живет, ну, у которого есть в доме свой повар, который готовит, потому что тоже важный вопрос. Поэтому, опять же, всех тех, кого ты перечислил, это одни из лучших игроков, поэтому это, ну, хороший пример. Тогда давай, так как у меня, да, больше, естественно, юниоров, детей, их родителей, в моей, да, в моем поле сейчас. Давай про них, то есть насколько это важно для уже подростков или это только, ну, для профессионалов, да, уже для состоявшихся игроков? Конечно, питание играет одну из ключевых ролей в восстановлении не только взрослых, но и, конечно же, я бы сказал, в большей степени это касается детей и подростков. Потому что мы понимаем, дети и подростки, им требуется в больших количествах макро- и микронутриенты, энергетическая ценность рациона, она выше, потому что дети, они в первую очередь еще растут и развиваются, в отличие уже от взрослых. И, к сожалению, чаще всего я вижу молодых ребят, которые играют в серьезных таких хронических дефицитах энергии из-за несбалансированности рациона, отсутствия режима приемов пищи, ну и понимания, самое главное, вообще принципов питания спортсмена. Отсюда вытекают частые респираторные заболевания, снижение продуктивности вообще спортсмена на льду, его концентрации. Ну и как бы основной запрос, с которым ко мне приходят, это отставание темпов роста и набора мышечной массы. Поэтому, если мы говорим, кому нужно задумываться о питании, то это касается любого спортсмена. Даже если нас сейчас смотрят не профессиональные спортсмены, а, скажем, любители, которых ты прекрасно знаешь, которые играют в Arena Play, и часто у них бывает столько игр, что ты думаешь, кто из них профессионал, а кто любитель. Но о питании, ну, как бы вообще не задумываются. Поэтому это касается всех категорий и возрастов. Насколько актуально вообще искать информацию подобного характера в интернете? Потому что понятное дело, что, опять же, да, в современном мире каждый человек, когда у него появляется какой-то вопрос, он тут же лезет в интернет, и там есть куча ответов. Но насколько, опять же, ты как профи можешь сказать, насколько это может быть чревато или реально там можно найти какую-то информацию полезную? Ну, скажем так, как любой врач, я скажу, пожалуйста, не гуглите, потому что это только заводит вас в, ну, скажем, в не лучшие, не в неправильные, искаженные представления о вашем состоянии здоровья. И в целом, когда вы гуглите информацию, если вы в чем-то разбираетесь, то вы можете фильтровать поступающий поток, огромный поток контента. Но когда вы не разбираетесь в теме, то, соответственно, вы все принимаете за чистую монету. И, к сожалению, вы сами понимаете, что сейчас нутрициология и в целом вот такая, скажем, превентивная медицина, она очень бурно развивается, и каждый день мы видим какие-то новые исследования, новые добавки. И если вот так вот на все прыгать и сразу же хватать вот эти знания, которые, к сожалению, чаще всего не имеют убедительной и прочно доказательной базы, то вы рискуете получить определенное осложнение здоровья,
потому что питание – это, ну, по сути, тоже как и лекарство. Если вы будете принимать это лекарство в больших количествах, несоизмеримых, которые вам нужно, это нанесет вред здоровью. Поэтому, конечно, все, что касается Гугла, здесь нужно быть аккуратными, и у вас должна быть какая-то предварительная подготовка и понимание вообще, что, скажем, есть хорошо, а что плохо. Понял. Дальше, пойдем дальше. Смотри, получается, уже более, да, детально, если чуть-чуть с тобой проговорим, уже вот спортсмен, подросток, профессионал, ребенок, неважно. Когда правильно вообще, вот сейчас вот у нас период, да, у нас сейчас май, соответственно, конец сезона, то есть межсезонье, да, в подготовке к будущему сезону. Как я по себе знаю, да, что каждый будущий сезон, он самый важный, так складывается всегда, да, в любом возрасте, что всегда есть какие-то цели и мотивация, да, либо там попасть в новую команду, либо закрепиться, не знаю, там в первом звене, либо наоборот попасть в состав и так далее. Короче, куча мотиваций, которая у каждого спортсмена есть. И, соответственно, летом в межсезонье многие начинают там тренироваться, да, как-то по-другому, каких-то искать тренеров. Вот касаемо питания, то есть насколько заранее нужно это, если ты хочешь прийти к какому-то результату, сколько вообще до этого идти, и либо это можно просто как бы за неделю до официального матча своего в сезоне начать делать, и это начнет давать результат. Я тут отвечу так философски. Самое лучшее время – это сейчас, потому что каждый день, который вы начинаете откладывать, вы никакой пользы себе не приносите. Поэтому если у вас… Это распространенная ошибка, когда ко мне приходят спортсмены, уже начинается сезон, либо, как ты сказал, там неделя до старта лиги, и ребята приходят, говорят: так, мне нужно питание, мне нужны добавки, и еще я подсушиться хочу. В конечном счете, конечно, у нас просто нет времени, чтобы для начала рекомендации составить, еще понять, в каком состоянии организм спортсмена. И поэтому мой ответ будет: межсезонье – это самое лучшее время для того, чтобы закладывать так называемый фундамент, как в плане там качеств физических, игровых, ну и также, что касается вот образовательной деятельности. Потому что ты сам прекрасно знаешь, как хоккеист в прошлом, что всегда нет времени. В сезоне всегда ты занят. Что-то ты там делаешь, семья, работа, еще что-то. И в конечном счете ты вот эту историю с питанием откладываешь всегда на потом. Приходит межсезонье, ты думаешь: ну все, я пошел отдыхать, какое питание, надо отдыхать. И в итоге это замкнутый круг. И как бы из этого круга очень сложно выйти. Поэтому межсезонье – это отличное время, чтобы перезагрузиться. Да, здесь могу подтвердить по себе. Опять же, ты говорил, да, я на себя могу это перевести легко. То есть идет сезон, да, там тяжелый. Опять же, каждый сезон тяжелый. В конце вроде как бы уже такое наслоение психологическое, физическое, усталость. Хочется отдыхать. В итоге отключаешься от всего, да, там на определенный там промежуток времени. Потом начинаешь понимать, что уже становится мало времени на подготовку, начинаешь что-то усиленно пытаться сделать, но по факту не всегда получается что-то правильное. Поэтому здесь согласен в точку. Ну, чем раньше ты поймешь и начнешь делать какие-то действия, самое главное, тем, конечно, будет проще. Вопрос следующий, тоже немаловажный, тоже также, в принципе, он меня, ну, на старте меня волновал, да, то есть вообще доступность правильного питания, то есть понятное дело, что все люди, ну, каждый игрок, да, живет в разных условиях, даже чисто ну, по локации, да, то есть в разных городах, разных странах, насколько доступно правильное питание с точки зрения вообще выбора и, ну, естественно, финансовый вопрос, да, тоже многих это пугает, что типа правильно, ну, про хорошее, правильное питание стоит очень дорого. Вот тут ты скажи свое видение, может быть, ты ну, подтвердишь это, либо опровергнешь. Как вообще на самом деле? На самом деле, как ты правильно сказал, у всех у нас разные финансовые возможности, мы в разных регионах живем, но это не отменяет тот факт, что вы всегда можете улучшить свое питание хотя бы на своем уровне. Если условно ты привык, что после игры ты идешь и условно ешь какие-то сухарики и доширак, то ты можешь прийти домой,
закупить какую-то минимальную корзину, которая есть в любом сейчас супермаркете, в какой бы ты там глуши не жил, ты в любом случае можешь купить какой-то минимальный набор продуктов, которые будут являться здоровыми и полезными. То есть мы не говорим сейчас то, что здоровое питание профессионального спортсмена, оно строится условно там на стейках самых там дорогих, на экзотических фруктах и на, не знаю, каком-нибудь там порошке асаи. То есть об этом речи-то и не идет. Это уже какая-то вершина айсберга, которая не является фундаментом. Фундамент мы говорим вот про обычные самые продукты, которые составляют продуктовую корзину спортсмена. И их можно найти в любом городе. Поэтому я думаю, что ответ здесь это, опять же, если у человека есть понимание, что конкретно ему нужно покупать, и самое главное, желание и мотивация. Еще вопрос тоже от меня, и ну, он волновал и меня, и волнует, да, я думаю, большинство людей, кто будет смотреть. Есть куча примеров, да, профессиональных игроков, которые, ну, ни для кого не секрет, да, что они, мягко скажем, не сильно заморачиваются и разбираются в правильном питании. Ну, то есть, простыми словами, ни в чем себе не отказывают, кушают, что попадется, но при этом показывают хорошие результаты на льду. То есть как тут ты можешь это объяснить и, ну, вообще твое мнение об этом? Мое мнение, что если мы берем топовых игроков в НХЛ, каждый из них, в принципе, проинформирован, то, что все, что находится в зоне ответственности игрока, то есть его восстановление, куда входит как раз-таки питание и сон, если над этими аспектами работать усиленно, то они дадут свои плоды. И мы прекрасно понимаем, что есть игроки, которые, ну вот от природы очень одарены генетически, и у них есть большой ресурс вот своих таких собственных запасов, на которых они ну, вывозят, так скажем, по-простому. Но мы понимаем, что если эти же ребята, которые сейчас добиваются хороших результатов, мы еще добавим питание, которое, ну, так или иначе занимает ключевую роль в восстановлении. И представь, что будет с этими игроками дальше. Поэтому пример я тебе тоже приводил с Патриком Лайне. То есть есть информация, что Патрик вообще особо не следит за своим питанием и буквально там на одних мармеладках живет, то мы прекрасно знаем, что Патрик очень классный хоккеист. Но представь, если мы еще добавим ему питание, то что из него получится? Поэтому если вы готовы играть, так скажем, на каком-то одном уровне и потенциале, хотя вы понимаете, что у вас потенциал выше, то нужно всегда искать возможности, откуда черпать вот эту большую энергию и возможность стать лучше. Ну и давай напоследок тоже важный вопрос, тоже который волнует, я уверен, каждого, каждого человека, который пришел, да, и начинает разбираться в питании, насколько долгий путь, то есть, ну, любой навык, да, там, не знаю, понятное дело, что там начинаешь тренировать там бросок, давай на примере любителя, да, который вообще не умеет. То есть у тебя нужно какой-то промежуток времени, да, там сколько-то потратить на то, чтобы вообще научиться бросать. Ну, либо если это профессионал, то какой-то новый навык, да, который ты себе хочешь добавить в арсенал, ты сколько-то должен на это потратить. Касаемо навыка питания, он тоже, как ни крути, тоже такой навык получается. Тут какая история? То есть это начинает работать сразу, простым языком, или это нужно какой-то промежуток времени большой, чтобы вкатиться, впитаться, и это начало ну, какие-то результаты давать. Ты правильно сказал, что это навык. Я не буду лукавить, сказав, что условно вот ты получил рекомендацию от нутрициолога, и на следующий день волшебным образом у тебя сразу же все организовалось питание. К сожалению, так не происходит. Но это не говорит о том, что если вы начинаете следить за питанием, то вам стоит ждать результаты только через годы. Нет. Те ребята, которые берутся плотно за питание и начинают следить за своей пищевой дисциплиной и формировать здоровые пищевые привычки, они видят результаты уже через месяц-два. Поэтому тут все зависит от вашей реально дисциплинированности. Так же, как ты говоришь там про броски, про катание. Если ты будешь уделять этому внимание один раз в месяц или в неделю, ну, результаты ты увидишь никогда. А если ты будешь это тренировать,
И тренировать не просто, сам понимаешь, не просто тебе дали клюшку, шайбу и бросай. То есть тут тоже важен очень подход, как ты должен делать эти броски или как ты должен кататься. Поэтому если у тебя есть маршрут, как улучшать свое питание, то, конечно, результаты будут быстрее. 100%. То есть, если у тебя есть, опять же, от себя, да, в любом вопросе, в любом деле, если у тебя есть понимание, для чего тебе это, если у тебя есть понимание от специалиста, как это правильно делать, да, тот же бросок, и у тебя есть желание и мотивация, то, в принципе, все это в кратчайшие сроки дает результат. Поэтому тут с тобой согласен. Я думаю, наверное, на сегодня хватит. В принципе, важные такие ключевые вопросы мы с тобой проговорили. Спасибо за твои, ну, за твое мнение, за твою информацию. В дальнейшем, я думаю, еще будет много полезной информации по теме правильного питания, потому что это, как и любое другое направление, не какой-то кусок короткий там информации, а это целое, целое искусство, да, целое направление, которое, чтобы стать чтобы в нем чего-то достичь, нужно продолжать развиваться, соответственно, держать планку, еще ее стараться повышать. Да, Антон, спасибо за приглашение. До новых встреч, буду рад поучаствовать. Все, спасибо.